Добрый день, мои дорогие. My name is Natalie. On Natalie Practical Russian, you can practice your Russian. In this video, I'm going to talk about the age of happiness. When do we feel happy? Our 20s was a good time? I'm not sure. Let's figure out in this video, and this is lesson for advanced level. I'll give you some expressions, Russian proverbial phrases. If you're interested, keep watching, and you can turn on the subtitles, English or Russian. You know I'm working on the materials. One of them you can get for free. Click on the link below and download my free material. You can practice some phrases from this book. And now listen to my story. Let's get started. В этом видео я хочу рассказать, что не так в 20 лет. Вы помните свои 20 лет? Прекрасный возраст. Где же мои 20 лет? Иногда я шучу так, потому что я думаю, 20 лет это прекрасный возраст. Мы молоды, мы красивые, мы активны, у нас много энергии, но это уже не вернуть. Я бы хотела вернуться в свои 20 лет. А вы? Вы бы хотели? Но с другой стороны нет. Честно, я понимаю, что нет. Когда мне было 20, у меня был ветер в голове. Это был такой... У меня была ответственность за себя. Я была довольно серьезной, но в то же время я помню, что нет, это все было не так прекрасно. Часто у молодых людей что не так? Что не так в 20 лет? Не знаю, у нас ветер в голове, мы не знаем, что мы хотим, куда ветер дует, туда и мы. Потому что нет этого чувства, да, что ты можешь что-то в этом мире. Есть желание, есть много энергии, да, кажется, что много сил, правда, у молодых людей много сил, но мы в этом возрасте не знаем, что мы можем изменить, мы не знаем, что мы хотим, и поэтому часто молодые люди тратят свое время впустую, не знаю, гуляют. Сейчас, конечно, молодое поколение более серьезное, как мне кажется. Возможно, это не так, но мне кажется, сейчас дети, студенты в университете, они такие очень целеустремленные. Когда я была молодая, у меня был ветер в голове, но в то же время у меня была голова на плечах. Я никогда не любила рисковать, и поэтому я всегда думала своей головой, и я всегда принимала решения. Я слышала, да, люди говорили обо мне, что я довольно серьезная, и я всегда была довольно серьезной. Но когда мы молоды, не знаю, это прекрасный возраст, мы можем делать, что мы хотим, даже если мы делаем неправильно. Мы не любим слушать других людей, да, мы думаем, что у нас есть полное право делать, что мы хотим, и мы не согласны с другим миром, мы не хотим слушать других людей, особенно родителей, мы думаем, что мы правы. В то же время молодые люди считают, что у них есть полное право делать, как они хотят, да, и они часто не согласны, они протестуют против, не знаю, мира или что-то, но это тоже хорошо. Когда обычно молодые люди берутся за ум? Когда я взялась за ум, когда я стала серьезной? Я думаю, это случилось, когда я начала работать. Я поняла, что мир не такой простой, потому что я начала зарабатывать, и это была уже моя ответственность. Я уже начала учиться, как тратить деньги, и, конечно, это было тяжелое время. Когда я еще училась, моя мама, да, содержала меня, моя мама давала мне деньги. Обычно родители, да, содержат детей, маленьких детей, потом пока дети учатся в школе, потом еще пока дети учатся в университете. Но когда они уже начинают работать, уже все, они не могут сидеть на шее у родителей вечно. Да? Дети не могут сидеть на шее у родителей, и они должны работать, они должны начинать работать. И я тоже, конечно, иногда молодые люди сидят на шее у родителей дольше, но я думаю, это нехорошо. Конечно, есть возраст, когда нам нужно начинать работать.
И я взялась за ум, когда мне было 23 года, я начала работать, может, даже немного раньше, я стала более серьезной, и это правда. И в корне изменилась моя ситуация, когда мне было уже 25 лет, я почувствовала такую стабильность, и я поняла, что я могу выбирать, что я могу как-то влиять на мир. Да, в корне что-то изменилось в моей голове, когда у меня появилась эта финансовая стабильность небольшая. У меня был небольшой капитал. Я не знаю, как у вас, я не знаю, как это у людей, но я почувствовала себя более самостоятельной, я почувствовала себя более ответственной, и вообще я почувствовала, что я что-то значу в этом мире, что у меня есть какая-то важность в этом мире, когда у меня уже появились небольшие деньги, небольшой капитал. И это было уже после 25 лет. Конечно, когда молодые люди начинают работать, у них недостаточно денег. И поэтому они не чувствуют, что они могут что-то изменить. Они не чувствуют, что они важны в этом мире. С одной стороны, 20 лет такой прекрасный возраст, но с другой стороны, я поняла, что нет, я не хочу в мои 20, потому что я не понимала, что я хочу. Я думаю, я была глупой, не такой глупой, но у меня не было этого чувства своей важности в этом мире. Сейчас я думаю, что у меня полная ответственность за себя, и я могу даже брать ответственность за будущую семью, да, за кого-то. Конечно, когда мы молодые, есть и плюсы, и минусы. Возможно, мы делали ошибки, возможно, мы делали какие-то плохие ошибки. В какой-то момент мне не нравилось, что я потратила столько времени впустую, когда я была молодая, мы не знали, что делать, у нас было много свободного времени, и я тратила его, мы ничего не делали, и сейчас я смотрю на это, и я думаю, почему я не читала больше, почему я не изучала, не знаю, историю, почему я не училась больше, но я не знала. И, конечно, я осознала эти ошибки и была расстроена, что почему я не делала что-то, но потом я посмотрела на эту ситуацию другими глазами, и я поняла, что в этом нет ничего страшного. И что-то еще хотела рассказать вам, у меня совсем вылетело из головы, была мысль и вылетела. Да, я читала текст недавно о возрасте счастья, и в тексте они говорят, что в жизни человека два возраста счастья. Это в 15 лет и в 70 лет. Если честно, я не согласна. Я помню мои 15. Я думаю, что в этом возрасте дети очень чувствительные, они, не знаю, переживают. И нет, я не думаю, что в 15 лет это возраст счастья. И в 70 лет тоже у нас часто болезни. Я тоже не думаю, что это возраст счастья. А как вы думаете? Что-то еще хотела сказать, вылетело из головы. Что это? Ну ладно. Как вы думаете, какой возраст счастья? Я думаю, неважно, в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, когда мы учимся, когда мы работаем или когда мы делаем бизнес. Это не важно. Важно быть счастливым каждый день. Конечно, есть трудности и в 20, и в 30, и в 40. Есть свои плюсы, минусы, есть трудные моменты. Да, важно быть счастливым в любой день. Неважно, сколько лет. Эта цифра не так важна. Да, достаточно. Спасибо за внимание. И сейчас я хочу повторить и объяснить фразы из текста. Номер 1. Ветер в голове. Ветер в голове, мы говорим о человеке, когда он несерьезный, он не ответственный, он не хочет думать, он не хочет принимать решения, он легкомысленный, у него ветер в голове.
такой несерьезный человек. Номер 2. Взяться за ум. Взяться за ум значит стать серьезным, значит начать принимать решения, значит стать ответственным. Это тоже взяться за ум. Человек был легкомысленный, человек не хотел думать, он жил как получится, и потом он взялся за ум и стал работать, думать о карьере, стал более серьезным. Номер 3. Вылететь из головы. Вылететь из головы обычно мысль, когда я что-то помню и тут уже не помню. Мысль вылетела из головы. Когда мы забываем что-то сделать. Ой, у меня вылетело из головы позвонить сестре. Да, я хотела, и оно вылетело из головы. Значит, забыть что-то сделать. Номер 4. Иметь голову на плечах. Это голова, это плечи, и у меня есть голова на плечах, значит быть ответственным, быть серьезным тоже. Когда у человека есть голова на плечах, мы часто родители говорят о ком-то или люди говорят. Люди так характеризуют человека. Иметь голову на плечах значит думать своей головой, когда человек ответственный, когда человек тоже серьезный. Номер 5. Сидеть на шее. Сидеть на шее, конечно, это не буквально, это значит, когда другой человек платит за вас. Человек не работает, и его партнер, например, работает и платит за квартиру или дом, за продукты, и этот человек как сидит на шее у другого, потому что он не работает, он ничего не делает, и да, это когда другой партнер платит за тебя. Или бывают ситуации, когда дети, да, они не начинают работать, и родители все еще платят. Не знаю, молодой человек, ему уже 25, но он не работает, и он сидит на шее у родителей, потому что родители содержат его, родители платят за него, за его жизнь. Следующее. Номер 6. В корне. В корне значит совершенно. Когда мы меняем что-то в корне. Корень как начало, откуда все начинается. И в корне значит на уровне, да, как первоначальном уровне, в корне. Номер 7. Иметь полное право. У нас есть права, что мы можем делать, и значит, у него есть полное право, значит, он может. Это его выбор, и он имеет на это право. Все нормально, никто не может сказать ему нет. У него есть на это право. Или у нее, конечно, у нее есть на это право. Номер 8. Посмотреть другими глазами. Значит, посмотреть на ситуацию другими глазами, значит, взглянуть со стороны, да, вы видите ситуацию, но потом вы увидели эту ситуацию по-другому или другими глазами, значит, как со стороны, посмотреть на что-то со стороны и понять что-то, посмотреть по-другому на ситуацию. I'll put these phrases into the description section, so you can copy these phrases with translation, okay, if you want to. Also, there is a link with my free material. If you haven't got it yet, click on the link below and download this book. That's completely for free. Thank you for watching this video. Thank you for being with me this time. Practice your Russian with my other materials. If you're subscribed to my Patreon page, you can get more materials and you can support my work. I really grateful that you support me and watch my channel. Thank you so much. And I'll see you next time. Увидимся в следующий раз и пока-пока.